Здравствуйте, друзья! Это Кирилл Немоляев и Гия Саралидзе в студии Вестника Кавказа. Как всегда, мы говорим о футболе, о самом интересном, что произошло за неделю. Как мы и ожидали, из трех клубов, которые принимали участие от России в Лиге Европы УЕФА, остался один. Московский «Спартак». Ну, не то, что мы уж прям так ожидали, но, по крайней мере, шансов, что все три клуба выйдут, было мало. Ну, а как-то пессимистично совсем смотреть и рассуждать о том, что, мол, не выйдет ни один клуб, наверное, тоже не хотелось. Нет, поэтому... ну, «Спартак», я, честно говоря, ожидал, что «Спартаку» придется тяжелее в матче с «Аяксом», но «Спартак» показал просто, наверное, лучшую свою игру за последние годы, я бы даже сказал, особенно в первом тайме, и просто от «Аякса» не оставили камня на камне. 3-0 победили, причем по делу абсолютно, это общий счет 4-0, в общем, убедительно обошли «Аякс». Чего уж тут говорить. «Зенит» чуть ли не практически сотворил это чудо. Ну, если ты помнишь, мы в прошлый раз говорили, что если в первом тайме будут забитые мячи, но мне кажется, что в первом тайме настолько «Зенит» выложился, что на второй его не хватило. Ну, это может быть, да. Потому что, по большому счету, опасных моментов во втором тайме уже не было. Собрались Твенте, очень хорошо сыграли, отодвинули игру от своих ворот, не дали так наседать уже «Зениту». И, в общем, по большому счету, ну, было там пару полумоментов. Ну, отчасти это говорит, наверное, о том, что «Зенит» еще не находится в том состоянии, когда он может два тайма вот так вот давить. И, конечно, трагедия, случившаяся с супругой Малафеева. Тут, конечно, все это... Ну, с одной стороны, это всегда объединяет команду, дополнительный импульс дает и так далее. Но, ну, мне кажется, просто слишком много было потеряно в Голландии для того, чтобы здесь наверстать. Ну, все-таки 3-0 да, это... Да. Ну и потом такого рода трагедии... Ну, условно говоря, даже если бы «Зенит» выиграл, это же что это дает самому Малафееву? Поэтому здесь, конечно, можно сплотиться и, безусловно, только так можно поддержать человека, но это немножко разные вещи, жизнь и футбол. Мне кажется, что здесь, даже если бы «Зенит» выиграл, ну... Да, здесь я абсолютно согласен с тобой. Ну, вот факт остается фактом. «Спартак» попал на «Порту», который выбил до этого ЦСКА. Надо сказать, что вот две эти команды, получается, что Твенте уже обыграла две российских команды. И сейчас, если «Порту» пройдет «Спартак», то тоже повторит. На самом деле, я посмотрел игру «Порту» ЦСКА, и мне «Порту» очень понравился. Хотя и ЦСКА сыграл в этом матче хорошо, но «Порту» опять победил 2-1. И мне кажется, что это очень серьезное будет, очень серьезное препятствие для «Спартака». «Спартаку» будет трудно с этой командой играть. Очень техничная и в то же время дисциплинированная команда. Я бы 60% дал бы на выход «Порту», честно говоря, и 40% только ну, она из действительно самых сильных, которые могли попасться на пути «Спартака». И неудобных, я бы сказал. Ну, пожалуй. Другое дело, что очень сложно. Вот относительно команды «Спартак», вот что-либо загадывать. Может быть, вот это с Ростовом, может быть, это был несчастный случай. Сейчас все пойдет как по маслу. А может быть, это как раз вот то самое отсутствие какого-то класса команды. Это время покажет. Ну, по крайней мере, за «Спартак», оставшийся в одиночестве, в общем, тревожно. Тревожно. Ну что ж, будем смотреть, как будут развиваться события в Лиге Европы УЕФА. Ну, а, наверное, для нас самое главное событие предстоящей недели – это матч сборной 26 марта со сборной Армении. В Ереване этот матч пройдет. И вот как раз об этом мы подробнее поговорим в следующей части нашей программы.